Это я. И это я. И это. И это. И это тоже я. Это все мы. В каждом кадре я. В каждом кадре вы. Мы оказались там, где оказались. Как сохранить себя в этом хаосе? С этим вопросом я обратилась к мастеру и получила ответ. У меня вопрос. Меня все слышат? Здесь всего, десяток листов. На 1-2 термина. Один из них называется душа. Все знают, что такое душа. Но, как выясняется, мусульмане... Можно написать душа? Как выясняется, у мусульман свое понимание души, у христиан свое, у буддистов свое понимание души. Индуисты по-своему объясняют. И того получается, что душа, как явление, вроде бы как есть, существует. А по факту кто-то заблуждается. Или мусульмане, или христиане, или буддисты, или индуисты, или материалисты, или те, кто не верит ни во что. Итого на термин «душа» нет однозначного ответа. Или душа настолько универсальна, что она приспосабливается. Приспосабливается, спрашивается, к чему? К традициям, к житию, к мышлению. Понимаете, получается, что вроде бы Солнце как явление понятное всем, и в то же время мы должны Солнце обозначать все по-разному и чувствовать его по-разному. У человека два типа внимания. Одно объектное, другое безобъектное. Сегодня принято говорить на безобъектное внимание, как объемное. Значит, предлагаю провести небольшой опыт. Попробуйте руками показать объемное внимание. Вот руками. Попробуйте для себя. То есть вы будете находить какой-то объем. Я правильно понимаю? Значит, объем – это сжатое внимание. Это человек, это семья, это нация, это религия. И попробуйте изобразить пространственное внимание. Волей-неволей будете раздвигать руки. Это я и весь мир. Это не только я, и не только семья, и не только нация, и не только моя религия. Это некий интернационализм или некий единый мир, некий однополярный мир. Чтобы случился однополярный мир, на силу, через силу, и это не сделать. Потому что каждая нация имеет свою традицию, имеет свою культуру,
И более того, религии уже случились. Понимаете, это уже многополярный мир. Есть буддизм, христианство, мусульманство, индуизм, материалисты и все те, кто не верит ни во что. Это многополярный мир. Таким образом, однополярный мир с таким разнообразием понятия просто душа просто невозможен. Мы никогда не будем понимать друг друга, разве что, простейшие, элементарные. Вот, допустим, гончарный горшок надо делать так-то, так-то. За токарным станком надо каким-то образом стоять. Банковские операции совершаются каким-то образом. Но внутреннего контакта, эмоционального контакта между людьми невозможен. Традиция – это эмоциональный контакт, эмоциональная связь. И если эта связь рвется, мы становимся беспамятными. Один раз это уже произошло, когда наших отцов объявили безбожниками, многобожниками, идолопоклонниками, и мы потеряли связь с этим миром. Стихии с того времени не изменились. Вода как была водой, так и остается. Она изменяется, но она вода. Итого стихия вода существует. Стихия воздух тоже не изменилась. По существу она меняется, но мы дышим. Итого это тоже никуда не ушло. То есть мы все знаем, что это такое. Все на Земле знают, что такое воздух. Все знают, что такое дышать. Мы все дышим. И у нас у всех одна душа, связанная с воздухом. Но воздух не сам по себе, в нем есть все. И элементы огня в том числе. Как-то это все осталось на заднем плане. И современные науки, которые были рождены там, в многобожном мире, они не были рождены в единобожном мире. Понимаете, потом науки вынуждены были приспосабливаться к современному миру. И получилось так, что между наукой и природой, между человеком и природой потерялась эмоциональная, душевная, духовная связь. Душевная связь потерялась. Мы все дышим одним воздухом. Если воздух убрать, нас не станет. Понимаете? И неважно, как будет наша душа называться, по-мусульмански, по-христиански, по-буддистски, по-индуистски, и верим мы в это или нет, мы и станем все мертвыми. Итого мы все зависим от дыхания. Эмоциональная связь изменяет у нас ритм дыхания. Вы все это прекрасно знаете. Если вы чем-то недовольны, ваше дыхание изменяется, и ритмы сердца вместе с ним меняются. И древний ум помещали в сердце. Они не держали его в голове, они помещали его в сердце. Этот материал тоже исчез из понимания людей, что наш ум находится в сердце. И двери к нему находятся в нашем дыхании. Чем спокойнее или покойнее дыхание, то есть почти покойник, чем оно умиротвореннее, тем сердце бьется чище, легче. В принципе, путь к благодати лежит как бы через дыхание. Отсюда в мире, не понимая того, занимаются всякого рода практиками, типа йоги и цигуна, не понимая, что это действительно мистические практики, это религиозные практики, это не фитнес-практики. И просто дыхание для здоровья – это ни о чем. Это изменение сознания. Цель контроля дыхания – это изменение сознания, изменение своего собственного ума. Ваш ум, двери в него – это два типа вашего внимания. Пространственное, почему нельзя говорить объемное, мы уже договорились, что это сжиматься до наций, до религий,
понимаете, и противостоят друг другу. И таким образом те, кто дышит одним воздухом в этом мире, находятся в одном пространстве души, перестают друг друга понимать. Второй тип внимания – объектный. Или, проще говоря, предметный. Потому что объектный и безобъектный нам мало о чем говорит, слишком умные слова. А вот предметный, мы знаем, что есть предметы. Если мы будем смотреть на предмет, на любой предмет, понимаете, да? Наш тип внимания мгновенно сужается на нем. Пространственное внимание, оно не держится на каком-нибудь объекте. Оно все время парит в пространстве. Вот. Чем отличается пространственное внимание от объектного? Пространственное внимание – это то свойство души, которое есть у пространственного внимания – впечатляться. Душа впечатляется. И вы все прекрасно знаете, когда вы впечатляетесь, вас что-то впечатлило. Свойство души – впечатляться. Так создается на руках матери запечатленное традиционное формирование. Создается человеческий Маугли. Он воспитывается на языке, традициях, чувствах, эмоциях, которые свойственны народу и религии. А потом, чтобы выйти из секстантского обозначения или полосы души, войти в общепринятую душу, ему надо освободиться. Так вот, все религии говорят о том, что человеческая душа должна освободиться. Но если она привязана, она привязана. Как же быть нам? Если освобождать душу, это значит, надо освобождаться от всего, от традиций, от родителей. Вы понимаете? От всего того, что нам дорого. Как не потерять себя? В данном случае я говорю о духовной революции. Вы ни от кого и ничего не должны отказываться. Вы не должны отказываться, как наши отцы отказались от того знания, которое имели наши предки. В итоге мы оказались в таком темнющем средневековье, чтобы возродились науки, должна была проявиться человеческая жадность, жажда колонии и наживы. Вот что начало двигать наукой. Понимаете, освобождение несет за собой очень большую ответственность. Оно не освобождает человека от человечности. И в принципе, если все религии обозначить одним словом, одним термином, я бы обозначил человечность. Соответственно, и душа должна быть в этой зоне. Я за религию, но не за безголовую. И с четким пониманием в каждой религии, что христианские души не такие, как мусульманские. Мусульманские души не такие, как у буддистов. Вы сейчас понимаете? Они такие. Кто-то ошибается, или все вместе ошибаются, или у каждого какая-то своя часть истины. Но не полная. Вот. Пока это существует, у нас будет отсутствовать понятие человечность. Будет отсутствовать. Мы о ней будем говорить в рамках своей карты, в рамках границы. Я получила от мастера ответ на свой вопрос. И я, и вы, не только вот это и это. Мы, человечество,
Еще вот это и вот это. Это все мы. Человечность вне троицы природы, вне эволюционного транса невозможна, потому что такой транс все живое, всю Землю объединяет в одну стихию, в одну вселенскую стихию гравитации, из которой соткано все. Все, что мы видим и не видим, все, что мы знаем и пока не знаем. Из этой стихии соткана вся Вселенная, и сотканы наши души. Человечность – это вселенская эволюция души, всеобъемлющая, всеохватывающая, не делящая и не разделяющая на своих и на чужих, на живое и неживое. У меня вопрос. Меня все слышат?